Очень часто партнеры перестают друг друга ценить. Готовь адвокатов, сволочь! Потому что я заберу не 30%, я заберу у тебя всю компанию. Сейчас основной вопрос, который я вижу, системного подхода к обеспечению безопасности бизнеса через фигуру и понимание собственника своих желаний и планов. Когда у меня были в кабинете китайцы, они сказали: неужели это ты сама? Мы хотим с вами работать. И искусство — это есть сама жизнь. Оно интегрируется очень круто везде, и в личную жизнь, и в бизнес, и даже в дата-центр. У нас есть хороший пример в Краснодарском крае, Сергей Галицкий, да. Парк красивейший. И ты понимаешь, что человек на прибыль, заработанную в бизнесе, он создал это для всех. Он не мог не поделиться, потому что, живя в такой красоте, ты просто не можешь быть посредственностью, понимаешь? Это прекрасные слова. Всем привет! Меня зовут Екатерина Королюк, я предприниматель, коллекционер и фаундер проекта культурных событий «Культ Клуб». Сегодня в гостях у меня Инна Арендаренко, адвокат, кандидат юридических наук, основатель юридической компании «Золотое правило», входит в международный рейтинг Best Lawyers. Ин, юридические вопросы, пожалуй, наряду с финансовыми, самые актуальные для любого бизнеса и человека тоже. Расскажи, вот из твоего опыта, какие слепые зоны все-таки самые частые ты и твоя команда видите в бизнесах? Очень многие собственники, они стремятся к безопасности, они стремятся к тому, чтобы было стабильно, спокойно и предсказуемо хотя бы внутри. И получается, что сейчас основной вопрос, который я вижу, это вопрос системного подхода к обеспечению безопасности бизнеса через фигуру и понимание собственника своих желаний и планов, через личную стратегию. Если собственник не понимает, как он хочет, у него энергия не двигается в нужном направлении. И я всегда говорю: личная безопасность, личные активы. Потом мы смотрим на бизнес, какие угрозы он нам создает, как их можно нивелировать. Третий блок, да, это отношения с партнерами и с сотрудниками. Это вот этот ключевой блок, который я, как правило, решаю. Если хотя бы эти три блока, они собственником проработаны, да, если определены вот эти вопросы, собственник себя чувствует по-другому, он по-другому ведет бизнес. И, соответственно, вот это заглубление в безопасность бизнеса сегодня является обязательным условием проведения аудита, как у меня обстоят дела, где мои вот слепые зоны, а какие у меня риски, а какие это штрафы, а какая для меня может быть ответственность в связи с этим. Я вообще каждому рекомендую, вот особенно предпринимателям, которые живут на высоких скоростях, проделывать мое самое любимое упражнение. Какое? 2 часа времени ты выбиваешь в своем расписании, ничего не делаешь, откладываешь телефон, открываешь ежедневник и начинаешь выписывать все, что у тебя в голове. Любые вопросы, которые тебя беспокоят, задачи, которые надо сделать. Когда я последний раз в поезде делала сама это упражнение, у меня там оказалось 129 пунктов. Я сама не ожидала, хотя я человек-план, у меня все всегда размерено, да, и я поняла, как мою оперативную память вот такие истории забивают. Я просто повычеркивала, делегировала, раздала, кое-что быстро сделала. Примерно 30% вопросов, они решались в течение часа. Все вместе. И освободили твою буферную память. Совершенно правильно. И время от времени этим нужно заниматься. И почему 2 часа? Потому что первый час ты активно выписываешь, а второй тебе долетать начинает. Знаешь, а еще вот это да, пошел куда-то, забыл записать. Да. Но еще, кстати, главная фишка, через 2 часа ты список закрываешь. Все, ты больше не дописываешь. Не выгружаешь больше. Все, что остальное долетело, это их проблемы. То есть, как бы вот это уже в текущий план. А вот с этим ты начинаешь работать. То, что можно сделать до 10 минут, делаешь в моменте. То, что можно делегировать, тут же пишешь всем сообщения, отправляешь. И у тебя остается такой короткий планчик, с которым можно уже работать срочное важное, срочное неважное, несрочное. Ну, то есть по нашей классической матрице. И там очень часто у собственников я обнаруживаю именно юридические вопросы. Потому что юрист на сегодня, ну, вот часто или зануда, или человек, который сложно говорит, или ты не уверен в его компетентности. Я положила, скажем, много лет своей жизни на то, чтобы
создать юриста, с которым можно говорить на одном языке, который мыслит вот бизнес-категориями. А знаешь, один из последних инсайтов, который я вот в своей деятельности вот с партнерами поймала, это то, что партнеры не умеют друг с другом заново знакомиться и наблюдать трансформации друг друга. Потому что мы на протяжении жизни, сама понимаешь, сама в себя знаешь, да, Конечно. мы меняемся бесчисленное количество Циклами. раз. Обычно Циклами. это раз в 7 лет, но у кого-то кризис случается У кого-то чаще. бывает, очень бывают разные циклы, я тоже за этим очень слежу, да, и получается, что чаще всего конфликты происходят там, где трансформация, когда происходит у твоего партнера Резкое или у тебя, изменение. вот даже сам, знаешь, вот этот трансформационный процесс, Мгм. надо просто отойти, И дать ему пройти этот процесс и прийти к какой-то точке. да, смотреть со стороны, но здесь есть важный такой хак, да, Так. сказать партнеру о том, что ты рядом, о том, что ты принимаешь его трансформацию. Ты открыт, ты готов. Мгм. Ты его трансформацию не воспринимаешь как, вот знаешь, как угрозу и как проблему. Не делают этого, более того, в процессе трансформации своей отдаляются. И вот здесь происходят, как правило, корпоративные конфликты. Но даже если прошли партнеры этот этап, дальше происходит очень интересная штука. Партнер вышел из турбулентности, или ты вышел, и вы оказались в партнерстве с незнакомым человеком. Ты в Даже браке. ты сам с собой уже новым тоже пока незнакомым. Да, ты еще своих новых правил не знаешь, да. А тут у тебя другой человек, да, и вам что нужно сделать? Вам надо заново знакомиться, вам надо заново определить правила. Совершенно правильно. Мало кто это видит, подмечает, и часто уже партнеры приходят в точки невозврата, когда они на этом фоне... отношения. Да, испортили отношения, друг другу разного наговорили, что-то там даже плохого наделали, а на самом деле, если знаешь вот эти вещи, можно встать в позицию наблюдателя, за всем этим пронаблюдать, через время можно вернуться к обсуждениям, да, и если вы в процессе обсуждения находите новые точки для синергии и роста, пожалуйста, знаю очень много партнерств, где такие трансформации, наоборот, являлись катализаторами, да, роста для другого партнера и для проекта. Для бизнеса. Да. А какой процент партнерств вот удается выйти с этой точки невозврата все-таки благодаря вот усилиям и помощи? Вот смотри, точка невозврата, она на то и точка невозврата, это уже финиш. За ней уже очень сложно что-то воскресить. Ты можешь только как бы показать людям, где они в эту точку невозврата зашли, да. Помогаем в том числе, знаешь, как красиво разойтись. Потому что то, как партнеры вообще расходятся, это, конечно, ужас. Особенно, когда у них нет документальной истории, они начинают издавать секреты друг друга там в разные органы и обливать друг друга грязью, и в публичном пространстве это делать. Мне вообще это не откликается. Я вообще считаю, что это вообще потеря времени заходить в такую борьбу, да, и что все вопросы можно решать путем переговоров. Если вы вдвоем не можете договориться, вы можете попросить о помощи человека, который для вас, для обоих является авторитетом, кто выступит вот этим мостиком для переговора, либо обратиться к специалистам, либо медиаторам, если вы уже прям там в конфликте, просто у медиаторов своя специфика, да, работы, свои принципы работы, либо, например, вот к юристам, которые мыслят подобным мне образом, да, для того, чтобы именно, знаешь, как вот грамотно все сделать, чтобы показать, по закону ты имеешь право на это, ты на это. В чем ваша справедливость? Как вы хотите? Где мы можем сойтись? Но это очень большая такая технология, которая не раз давала нашим партнерам большие очень бонусы в том, что они прекращали тратить года на то, чтобы находиться в конфликтах. И здоровье, и деньги в том числе. Да, просто возвращались как бы каждый к себе. Еще очень интересное, знаешь, какое наблюдение, что очень часто партнеры, особенно которые там 10 лет друг с другом бизнес, да, строят, они перестают друг друга ценить, знаешь, вот так вот глубинно и забывают о том, что их объединило. И сейчас я, анализируя как бы вот опыт наших там партнерств, вот этих бизнес-разводов, да, я вижу, что
часть партнеров, которые разошлись, которые имели очень много претензий друг к другу, они не построили новых бизнесов, они не построили новых отношений. И знаешь почему? Потому что вот слышала статистику, что там в мире всего 5% предпринимателей. И, наверное, это 1% предпринимателей. Все остальные 4% до этой пятерки – это связки двоих-троих людей, которые и являются вот этим предпринимателем. И когда какая-то часть, которую начали обесценивать… Вырывают. Да, вырывают, начинают ее там, не ценить, выталкивают из бизнеса, говорят о том, что он вообще там не важен, да? После этого все рассыпается, и партнеры в одиночку не могут закрыть из внешнего мира, не могут обрести вот эту устойчивость, потому что, знаешь, когда вот у нас стабильно и устойчиво, мы в какой-то момент такие думаем, а где приключения? А где эмоции? Как будто нам их мало из внешнего мира. Да, поэтому вот очень интересно, что я наблюдаю, да, что партнеры, которые действительно друг к другу потрясающе подходили по компетенциям, по психотипу, по ценностям, и которые разошлись просто в силу, знаешь, какого-то периода, обстоятельства, не смогли наладить вот этот контакт, они, конечно, жалеют в душе о том, что они сделали, и они вот прям годами ходят, и новых проектов такого же масштаба, какой был с партнером, они не построили. Это вот как влюбленные люди, когда муж и жена, да, тоже вот бывают, погружают, да, в то. А вот что вам тогда зацепило в партнере, что тогда вам понравилось? Получается, что и с партнерствами, бизнес-партнерствами тоже такую параллель можно провести? Конечно, очень много здесь параллели, да, и как бы получается в семейной жизни человек плюс человек, да, и партнерство, большая часть, да, это тоже человек плюс человек. И вот эти, получается, вот характер вот этих связывающих отношений, он на самом деле очень похож. Я хочу понять, как заставить людей вообще обратить внимание, во-первых, на себя, кто я такой, понимать, как устроено мой внутренний мир, мое мироздание, да, там разобраться со своим психотипом, со своей основой, и понять, как строить отношения с миром и с другими людьми, потому что люди закрываются в своей раковинке куда-то там, знаешь, спрятались и сидят. И потом, получается, либо выходят в какие-то агрессивные отношения, либо в какие-то, патологические с травмами и так далее. Можно строить отношения из состояния достаточности. Вот не буду говорить изобильности, хотя бы достаточности. То есть, когда ты достаточен внутренне настолько, что ты готов найти второго достаточного и с ним сделать супер. Понимаешь? То есть когда никто не пытается ни через кого ничего не компенсировать, ни деньги, ни компетенции, а когда именно они объединяются, потому что они поняли вот это совместное зачем. Вот это самая сильная история. И, конечно, очень хочется, чтобы люди учились понимать себя, учились понимать другого человека, видеть в другом человеке, знаешь, вот этот интерес, живость, его другой мир, с которым в соприкосновении мы точно найдем зону, где у нас может случиться что-то, чего мы не можем сделать в одного. Как ты знаешь, я искусством занимаюсь уже 12 лет. Одной из моих первых работ это была работа в одной нефтяной компании. После этого я пошла работать в IT-компанию, где проработала 15 лет. Это одна из крупнейших IT-компаний России. Естественно, мне захотелось уравновесить вот эту IT-шную хардовую историю чем-то таким творческим, воздушным. Я начала как раз заниматься искусством, завела свой блог, так как я занималась стратегическим пиаром, тоже очень все это люблю, то я очень легко завела свой блог, очень быстро он раскрутился, меня заметили музеи, галереи, сложилась своя арт-тусовка, и так вот я начала больше погружаться в этот мир, популяризировать искусство, и, конечно, мне захотелось это интегрировать и в нашу IT-компанию. Как-то хотелось, чтобы мы ассоциировались тоже с такими какими-то современными новшествами. В общем, я пришла к тому, что, говорю, давайте, вот у нас был дата-центр, это такая огромная, можно сказать, аналогия со складом, где стоит много серверов и где хранятся данные компании в облаке. Вот. И это достаточно такое всегда унылое помещение с таким гудежом, с огромным количеством кабелей. Вот. И я предложила, давайте сделаем, бахнем граффити, значит, во весь дата-центр. И удивительно, что когда ты спрашиваешь у людей вообще, в принципе, любят они современное искусство или нет, приблизительно 50 на 50. 50% скажут, что да, супер обожаем, другие скажут, нет, мы в этом ничего не
понимаем, мы за старых мастеров. Но после того, как мы сделали, я нашла совершенно замечательного художника-граффитиста, который очень долго там работал, все, в общем, все по технологии сделал, нам супер красиво, нам потом приезжали даже телевидение, снимали репортаж об этом. Ребята пришли и сказали: Кать, слушай, а можно нам еще в столовой тоже, пожалуйста? А то нам у нас везде так классно, круто, модно, стильно, а вот в столовой мы сидим, и нам грустно. Таким образом, мне удалось потихоньку как бы делать некий сдвиг вот в головах ребят, что искусство, оно интегрируется очень круто везде, и в личную жизнь, и в бизнес, и даже в дата-центр. Вот расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты тоже интегрируешь искусство в свой бизнес. Вот где для тебя вот эта связь между такой фундаментальной, да, историей, как юриспруденция, и креативной сферой искусства? А подробнее про это вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании. Я фанат искусства. Спасибо тебе за приглашение твоего культ-клуба. Я с удовольствием ходила и на театральную постановку с критиком, где я вообще увидела другой театр. Кстати, расскажи, как тебе вот наш вот этот формат театральное погружение, когда сначала мы идем в какой-нибудь прекрасный атмосферный ресторан за бокалом вина, красивым ужином вместе с экспертом, обсуждаем, что нас ждет на сцене. Насколько вообще это в принципе помогает, при том, что ты человек, ну как бы не первый раз, который пошел в театр, но тем не менее, как это вот было для тебя? Я тебе признаю, что я не хочу больше ходить иначе, потому что это лучшее, что ты могла сказать, как мой гость. Я хочу только так же, как и мы ходили с тобой на выставку в Третьяковскую, да, галерею. Это передвижники. Это просто это вот, ну, другой уровень понимания, да, другой уровень смысла, это другой уровень чувствования, да. А я лично убеждена, что человек вот нового формата, да, нового поколения, это человек, который просто обязан развивать свое чувствование, причем не просто его развивать, да, там некоторые говорят, разблокировать чувства и так далее. Уже нет, уже вы этого отстали. Уже мало. Этого уже мало. Сегодня чувствование должно быть на уровне сверхспособностей. Сегодня чувствовать надо так, чтобы это создавало, понимаешь, чтобы это давало тебе дополнительные возможности. Чувствовать надо кожей, чувствовать надо полем, да, потому что без этого ты, ну, как бы, ты не понимаешь, что происходит. Ты очень ограничен. В мире. Конечно, ты теряешься в хаосе. А чувствовать помогает искусство, чувствовать помогает музыка, классическая музыка, современная даже классическая музыка. Это красивые интерьеры, да, красота вокруг, эстетика. Вот вообще я считаю, что эстетика себя нужно окружать вообще во всем. И детей. Да, и детей, конечно. И мужей. Вообще это обязательно, да. И мне кажется, что женщина, она просто в силу, ну, своей природы, да, это одна из ее задач создать вот эту эстетику и гармонию, которая создает условия для вот этого полноценного развития, да. Когда все, это твой уровень нормы, ты по-другому не хочешь. Пару недель назад выступала, меня пригласили в музей имени Фелицина города Краснодара, где мы делали такую совместную коллаборацию, приобщали предпринимателей к искусству. У нас музей Фелицина, он находится в здании, которое занимали семейная династия купцов Богарсуковых. И красота, которую они создали внутри, понимаешь, она уже, я не удивлена, почему задала такие успехи в бизнесе. Потому что, живя в такой красоте, в такой атмосфере, ты просто не можешь быть посредственностью, понимаешь? Это прекрасные слова. Вот это приобщение, соединение бизнеса с искусством, мне кажется, на сегодняшний день это одна из точек как раз роста, которая выводит человека на новый уровень бизнес вообще тоже. Восприятия. Да, ну, человека, который создал бизнес, он подтягивает команду, он подтягивает свою бизнес-систему, он по-другому не хочет. А что значит он не хочет некрасиво? Это значит, что у него появляются качественные товары, качественные услуги. Бизнес-решения, качественное управление на уровне команда, смыслов. Которая тоже готова воспринимать и открываться к новым опытам. Да, тут нет места, понимаешь, для манипуляций уже, тут нет места для вот каких-то таких нездоровых отношений, иерархий. Тут начинает процветать вот очень правильное такое вот гармоничное, да, вот основанное на этике, да, совместной этике, отношения, которое преображает все вокруг. А я лично убеждена, что если человек начинает с себя,
он распространяет свое видение, да, на команду, на свою семью, потом на свой район, на свой город, да, и на свою страну. У нас есть хороший пример в Краснодарском крае, откуда я родом, это Сергей Галицкий, да, который создает красоту, создает эстетику, создает развитие, да, и у нас очень сильно заряжен предпринимательский слой на то, что... На отдавание, да? На то, И что они созидание. тоже хотят так же, потому что когда ты гуляешь по этому парку... Парк красивейший. Вообще, это сакральная геометрия, которая там внутри, эти смыслы, которые там внутри, они раскрываются бесконечно. И ты понимаешь, что человек на прибыль, заработанную в бизнесе, он создал это для всех, потому что он не мог не поделиться. То есть природа, да, и мир был к нему настолько благосклонен, что позволил ему создать такую махину, да. Он ответил миру тем же, создав тем самым вот этот вот баланс, да, который, собственно говоря, заложен вообще в древнефилософских учениях. Считаю так, что если как можно больше предпринимателей будут стремиться к тому, чтобы выходить за пределы бизнеса, для того, чтобы смотреть, да, в сторону, а какие начинания творческие я могу поддержать, а кого я могу поддержать, как я могу реализовать свой потенциал, да, как я могу часть того, что я получил, да, потратить на общее развитие, общее благо, да, то как можно больше людей будут вовлечены в эту игру, и мир будет становиться лучше. А чего нам еще желать? На самом деле сейчас есть такой тренд, и он очень меня радует и у известных предпринимателей, как ты уже сказала, и в нашем бизнес-клубе. И это, конечно, очень заряжает, что люди как будто бы, как ты говоришь, переключили вот этот тумблер на некое отдавание. И в первую очередь, конечно, люди стремятся отблагодарить тот город или район, или школу, в которой они выросли, где они окрепли, где было их становление. Отрасль бывает, что я вижу, что некоторые предприниматели выходцы, например, из каких-то областей, там вот, допустим, он уже предприниматель, не связан с медициной, но он оттуда. Я вижу, как создают проекты, да, где люди понимают боль, какую боль ты можешь как бы помочь закрыть, да, и тем самым вот участвуют в этом. Очень много сейчас вот в моем кругу осознанных предпринимателей, которые вот действительно и благотворят, вот как раз вносят вот этот вот творческий потенциал, и когда я собираюсь идти на художественный мастер-класс там к своему художнику каждое воскресенье, я предпринимателям пишу просто в воздух такая, говорю, так, я иду на мастер-класс, я иду творить и живописать. Если кто-то хочет присоединиться, пойдемте со мной. И разные люди, депутаты, предприниматели, люди очень рациональные, да, присоединяются, у всех получается, и они открывают себе новую искру вот это. Поэтому я стараюсь, Кать, как могу, я стараюсь тебе помогать. Я благодарю тебя, да, в популяризации искусства и то, что ты об этом рассказываешь, сколько энергии, сколько прекрасных вибраций, красоты, эстетики в этом находится. Это просто замечательно. От души. Расскажи, пожалуйста, знаю, что у вас в логотипе тоже заложено что-то связанное с искусством. Вот что это? Как так получилось? Действительно, логотип после ребрендинга юридической компании «Золотое правило». То есть не удержалась. Это уже после ребрендинга, да, когда у тебя какая-то трансформация произошла? Это, ты знаешь, это вообще не я. Вот как бы это, видимо, считывается. То есть это люди, которые работали с юридической компанией, которые креативили, которые снимали смыслы, которые погружались в глубину. Они предложили команду, они предложили этот концепт. Вот здесь вообще как будто бы меня нет, но они отфиксировали твоё вот этот ДНК подход. считали. 100%. И я вот прям поняла, что когда-то, когда я создавала эту корпоративную культуру, ее развивала, все осталось в ДНК, что мое дело, мои смыслы, они живут в моих учениках, да, и это на самом деле очень греет душу. И команда считала, и команда говорит, вот ваш основной смысл – это искусство права. Мы не видим в этом просто право, мы не видим в этом юриспруденцию. Вы сильно шагнули дальше. И я такая, вау. Он говорит, это читается отовсюду. Это читается в вашей продуктовой линейке, это читается в вашем подходе, в ваших смыслах, в ваших документах. Находки, да, в области брендинга,
они настолько, они задают тонус, они задают команде такой вектор, да, которым, ну, невозможно не соответствовать. Появляется очень четкий аватар своего, и, по сути, такой командой ей не надо управлять. Потому что это самоуправляемая структура, которая руководствуется уровнем смыслов и принципов, понимаешь? Не писанных правил там, и регламентов, а именно на уровне смысла люди обретают вот эту свободу, да, творить, реализовывать свой потенциал и расти. А твоя задача наблюдать за этим, а задача тех, кто управляет процессом, создавать просто поле для развития. Это очень крутая идея, создавать в своей компании такую инфраструктуру, благодаря которой и ключевая команда, и люди, которые новые приходят, впитывают вот эти смыслы, которые передает собственник, и ты как будто бы задаешь такую инерцию, такой вектор, в который люди продолжают уже двигаться и развиваться. Вот из последнего, да, ценного, что вот в области саморазвития я погрузилась куда, это спиральная динамика, и, по сути, получается, вот эти вот стадии, которые проходит человек, команда мне очень откликается. И далеко не каждый человек, он готов на следующий уровень идти. Да. И я пыталась понять, знаешь, а на какой стадии у нас находится вообще искусство? Где искусство у нас? Где, на каком оно, с какого уровня начинается? Потому что когда мы говорим просто про выживание, когда мы говорим про зарабатывание, про жесткую иерархию, да, про даже регламентацию, там нет места искусства. Я думаю, только там где-то с оранжевого уровня, а скорее всего и желтого, да, начинается уже именно вот начинается тот подъем, который уже как бы несет пользу за пределы твоей компании, команды и клиентского круга. Ну что ж, теперь самая веселая часть. Хотя у нас и так очень весело, по-моему. Мы будем показывать пару коротких отрывков из фильмов, где герои влипают в реальные юридические или конфликтные ситуации. Ой-ой-ой. Это очень известный фильм, и сейчас я тебе напомню про некоторые их моменты. Было бы круто, если бы ты как юрист могла бы дать советы, вот что рекомендации, как поступить с точки зрения закона. Давай. Итак, первый фильм, наверняка все его смотрели, это «Адвокат дьявола», где, напомню, в фильме главный герой сталкивается с моральной дилеммой, защищая клиентов, чья вина была очевидна. Так вот, ну, юристам и адвокатам, соответственно, обращаются разные люди в разных ситуациях. Вот расскажи, были ли в твоей практике кейсы, где ты тоже чувствуешь себя таким юристом дьявола, можно сказать. И как вот вы с этим справляетесь? Ну, смотри, у меня хотелось бы пошутить, да, но здесь на самом деле очень тонкая этика юридическая. Когда ты понимаешь, что у тебя есть клиент, который нуждается в защите, ты должен в первую очередь, да, вообще понять, ну, готов ты в это идти вместе с ним. То есть хватит ли у тебя ресурса, да, полноценно на то, чтобы дать ему ту пользу, за которой он пришел. Вот на этой развилке всегда нужно честно ответить адвокату, юристу на этот вопрос. Я готов с ним идти или не готов? По многим причинам ты можешь быть не готов. По многим причинам. Не откликается этически, у тебя конфликт интересов разное. И вот на этой стадии всегда стоит у меня жесткий фильтр. Я или иду, или не иду. Партнеры приходят и говорят, хотим сессию, хотим вот, чтобы ты промодерировала. А я понимаю, что я им не дам пользы, потому что наш ценностный уровень, он очень разный. Но когда мы зашли уже в сделку, когда мы уже понимаем, что мы уже работаем, у меня нет другой правды, кроме правды моего клиента. Я не вправе его осуждать. Я вправе работать с тем, что есть. Для вот уголовные адвокаты, которые работают именно вот с преступниками, да, там сильно другое. Там, ну, как бы они защищают, они еще более нейтральную позицию занимают. И вообще, я хочу сказать, одна из суперспособностей юриста и адвоката – это уметь занять не осуждающую, нейтральную позицию, чтобы просто профессионально помочь человеку, который попал в сложную жизненную ситуацию. По своей вине, не по своей. Но у нас государство и закон, он гарантирует юридическую помощь и защиту любому человеку,
что бы он ни сделал и как бы он ни сделал. Более того, есть государственные защитники, которых назначают, которые не выбирают, да, но в данном случае я, слава богу, свободна от вот такой истории, да, и я позволяю себе выбирать. Итак, следующая сцена – это фильм «Мальчишник в Вегасе». Я думаю, когда-то ты, наверное, точно его смотрела. Конечно. Если вы помните, то начало фильма, то парни просыпаются в своем номере в Вегасе после полной ночи беспамятства. Кругом бардак, гуляет курица, тигр Майка Тайсона в ванной, отсутствует зуб, и у них чужой младенец на руках. А потом они обнаруживают, что угнали полицейскую машину. Вот скажи, что бы ты посоветовала героям «Мальчишника в Вегасе», которые попали в такие приключения? Вообще, что делать, если ты просыпаешься, а вокруг все вообще не твое, и произошли какие-то ужасные вещи? Катя, в этом случае есть точный ответ. Надо звонить своему адвокату. Надо, чтобы человек... Главное, чтобы он еще был. Да, вообще считаю, что каждый уважающий человек в графе экстренных звонков должен обязательно иметь вот это вот... Ребята, записываем телефон, да, адвоката, которому в случае чего ты всегда имеешь право сделать свой звонок. Потому что кто-то, когда ты попал в ситуацию, в которой ты не можешь быть объективен, потому что тебе не хватает знаний, ты эмоционально не готов, да, ты просто не можешь склеить все эти пазлы, ты должен позвать того, кто с этим разберется. Ну, то есть, если это бы такая ситуация была в бизнесе, это мог бы быть там антикризисный менеджер. В данном случае это 100% адвокат, которому надо позвонить и сказать: мы начудили, что-то происходит. Он задаст правильные вопросы, он совершит правильные действия, которые вас не выдадут, потому что, имея ребенка какого-то на руках, по-хорошему надо звонить бы в полицию. Но надо бы, чтобы адвокат как-то по своим каналам попытался сначала разузнать, а что же, собственно говоря, произошло. И составить дорожную карту по урегулированию такой ситуации, которая позволит выйти с наименьшими потерями. И, конечно, здесь в каждом моменте, где можно загладить свой вред, материальный, моральный, да, вот человек, который вот приступает закон, да, он должен идти и как бы и предлагать регулировать ситуацию, чтобы не было потерпевшего, озлобленного, да, который тебе потом так создаст таких проблем, да. То есть поэтому упреждение, звонок своему адвокату, четкая дорожная карта, и в идеале, чтобы твой представитель делал то, на что ты не способен в силу эмоциональных, чувственных или там объективных других причин. Роскошная рекомендация, все записала. Найти своего адвоката, возможно, он уже найден. Да, у тебя есть мой телефон. Я и говорю. У меня все гораздо проще. И последний фильм, это сцена из фильма «Тупой еще тупее», тоже ему уже очень много лет, отрывок, где два гения едут в лимузине и вдруг обнаруживают кейс, набитый деньгами. Такой классный, роскошный сценарий. И начинают что делать? Конечно, тратить. Искренне веря, что это их находка. То есть они там покупают суперкар, какие-то суперлюксовые дорогие вещи и так далее. Вот если бы... Ну, у них, конечно, потом появляются из этого большие проблемы. И вот если бы эти ребята пришли к тебе до того, как они начали тратить эти деньги, вот что бы ты им порекомендовала? Вот это очень интересный вопрос. Кстати, я вот не знаю контекста этого фильма, да, но вообще я рекомендую не брать не свое, потому что в данном случае все может обернуться в ситуацию, когда вы совершили кражу. Ну, то есть, как бы тайное хищение чужого имущества. То есть, очевидно, если ты можешь в отношении любого имущества, включая кейс с деньгами, да, осознать, что это не твое, соответственно, ты в отношении не твоего, да, должен принять решение. Либо я приступаю закон, и знать санкцию. А санкция за это преступление, да, это лишение свободы, это на самом деле очень серьезная статья, да, поэтому если бы они пришли ко мне, я бы им рассказала о том, чем пахнет как бы их ситуация с растратой этих денег, да, с их присвоением для себя, как она может быть квалифицирована. Конечно, я сама бы не заглублялась, я бы позвонила своим двум прекрасным товарищам, уголовным адвокатам, они бы это сделали мощнее, чем я, потому что имеют более 10 лет работы по другую сторону, да. И человек должен осознавать, то есть на какой бы стадии ни находился, что он сейчас делает. И дальше надо дать человеку выбор. Никогда
да, адвокат, он может подсветить ситуацию, он не должен решать за человека. У каждого своя жизнь, и каждый несет ответственность за свои решения. Но вы вправе обратиться к консультанту и услышать тот основной посыл, основную, основные риски, да, и понимание, какую судьбу ты для себя выбираешь. Если я это делаю, если это не делаю. То есть в случае, если они это делают, они получают секундное удовольствие, получают активы, радуются в моменте, потом долго сидят. Если они оставляют все в покое, они, скажем, грустят о том, что у них не сложилось красивой жизни, но, возможно, увидев уже этот чемодан с кучей денег, у них появится внутренний мотив для того, чтобы создать эти деньги законным путем. То есть получается, что адвокат, он тоже как собственный психолог, да, он не... очень часто приходится понимать. Да, мы не можем... рисует перспективу. Конечно, мы предупреждаем о рисках. Мы предупреждаем о рисках и предлагаем вариант поведения, который будет наиболее выигрышный, успешный, предлагая и план, и развилки подсвечивая, да, и дальше только выбор человека. Кстати, очень многие клиенты хотят, чтобы за них решали. Но я считаю, что это неправильно. Каждый должен нести ответственность за ту жизнь, которую он сам себе создает и выбирает тебе. Инна, благодарю тебя за этот замечательный, глубокий, веселый, невероятно насыщенный, полезной информацией разговор. Я всегда тебе рада. Благодарю тебя и жду тебя снова в гости. Спасибо тебе большое за приглашение. Неси красоту, пожалуйста, в мир дальше. Договорились.